Да, друзья, скумбрия холодного копчения в обычной кастрюле на обычной плите, без специального коптильного оборудования, это возможно. Открою вам тайну, как это сделать. Для копчения мы будем использовать замороженную скумбрию, которую необходимо предварительно разморозить в холодильнике. Отрезаем голову, плавники, потрошим и хорошенько вымываем все изнутри, удаляя черные пленочки. На мой взгляд, в таком виде скумбрию гораздо удобнее употреблять, а также хвост и голова нам не будут мешаться в кастрюле при копчении. Солить скумбрию я буду мокрым посолом. Для посола я буду использовать только крупную морскую соль и сахар. Вы можете использовать обычную крупную поваренную соль. Морскую я использую только потому, что, на мой взгляд, она имеет более интенсивный вкус за счет того, что помимо натрия и хлора содержит и другие минералы. Рассол готовим из расчета общего веса мяса и воды. На 1 кг общего веса мяса и воды мы берем 26 грамм соли и 5 грамм сахара. У меня общий вес мяса и воды получился 2 килограмма, поэтому количество всех ингредиентов я умножаю на 2. Мне необходимо 52 грамма соли и 10 грамм сахара. Засыпаем смесь соли и сахара в воду, доводим ее до кипения и остужаем до комнатной температуры. Закладываем скумбрию в рассол и ставим в холодильник на 72 часа, так, чтобы наша рыба полностью и равномерно просолилась. После 72 часов сливаем рассол, промываем скумбрию под проточной холодной водой, просушиваем бумажными кухонными полотенцами. Нам понадобятся также зубочистки. Мы их ставим в брюшко, как распорки, и ставим нашу рыбу на просушку на 12 часов при обычной комнатной температуре. После сушки шкурка на нашей рыбе заметно подсохнет. Далее мы берем обычную пищевую фольгу, щепу для копчения. Ее нам понадобится всего 12 грамм. Я использую щепу ольхи. Где купить щепу для копчения, а также более подробно процесс подготовки к копчению, вы можете посмотреть в другом моем ролике по ссылке вверху, где мы коптили с вами скумбрию горячего копчения. Укладываем щепу в фольгу укладываем в кастрюлю и в верхнем слое фольги обычной зубочисткой делаем проколы. А теперь, друзья, настало время открыть тайну холодного копчения скумбрии. Без этого ингредиента холодное копчение не получится. Да, друзья, это обычный снег. Снег нам понадобится для охлаждения, чтобы в результате у нас получилась скумбрия именно холодного копчения. Вместо снега вы можете использовать лед. Для этого в обычные полиэтиленовые пакеты набираем воду и замораживаем их в морозилке. Затем набираем раковину холодной воды и лед из пакетов выкладываем в эту воду. Так у нас получится ледяная вода, которая нам необходима для охлаждения. Ставим нашу кастрюлю на плиту и выкладываем нашу скумбрию в кастрюлю. Включаем сильный нагрев, но крышку при этом не накрываем. Как только появился первый дым, мы накрываем крышкой нашу кастрюлю. Весь процесс копчения я буду контролировать обычным кулинарным термометром в виде щупа. Вам контролировать процесс термометром нет необходимости, поскольку я вам расскажу поминутно, что и как делать дальше. Итак, как только у вас появился первый дым и вы накрыли крышкой кастрюлю, засекайте ровно минуту. За эту минуту температура в кастрюле поднялась у нас до 60 градусов. Температура внутри кастрюли должна быть не выше 30 градусов. Для этого мы и ставим нашу кастрюлю либо в снег, либо в ледяную воду. Охлаждение происходит ровно 2 минуты. За эти 2 минуты мы снизим температуру до тех значений, при которых и идет холодное копчение рыбы. Как только прошло 2 минуты, мы возвращаем нашу кастрюлю на плиту, на холодную конфорку. Дальше процесс копчения идет без нагрева. Замеряем 25 минут. Через 25 минут наша скумбрия холодного копчения готова. Она получается с красивым золотистым оттенком, очень ароматная, настоящая скумбрия холодного копчения. Вот такая красота у нас получилась. Хорошо просоленное, идеально сбалансированное по соли, жирное и сочное мясо. Ну, очень вкусно.